С такими понятиями, как мода и тренд, мы сталкиваемся практически каждый день в любой области нашей жизни, и даже в науке. Современные издания Look at Media вместе с Adidas Originals провели исследование сценариев популярности в таких индустриях, как мода, музыка, кино и наука. Исследователи провели беседы с людьми, которые добились успеха весьма необычным и уникальным образом, и разобрались с тем, как же ведут себя многие, а как единицы. Ученые пытались выяснить, что же делает человека суперстар, если это не слава, не признание и не деньги. Своеобразные тренды можно отследить и в науке. Это и поиск черных дыр, и синтез полимерных материалов, и основы квантовой механики. Разные области науки в разное время пережили рост коллективного помешательства, ведь пользовались огромной популярностью. На сегодня весьма активно изучается Марс. Ученые ищут лекарства от рака и придумывают альтернативный источник энергии. Представляем вашему вниманию список модных сегодня областей науки, которые известны далеко не всем, но весьма популярны в научной среде. Также исследование получает существенное финансирование не только из государственных, но и из частных источников. Физика нейтрино. Россия и США лишились права первенства в области высоких энергий, когда адронный коллайдер заработал в штатном режиме. Обнаружение бозона Хиггса послужило тому доказательством. Но даже при всем при этом у физиков из США осталось несколько козырей. Один из главных — это установки, которые позволяют получать более высокую концентрацию частиц. Ученые предполагают, что такая установка, которая запускает пучки нейтрино на более чем 1000 километров, сможет помочь обнаружить у нейтрино наличие массы, а также изучить взаимодействие такой таинственной частицы. Ведь нейтрино не несут заряда и не подвергаются действию электромагнитного поля. Таким образом, они могут свободно проникать сквозь материю. Изучение нейтрино поможет объяснить все силы Вселенной, чего пока сделать не удалось. Ученые из Европы тоже заинтересованы в этом проекте, поэтому скоро, возможно, он станет транснациональным. Коннектомика мозга. Тяжело представить, насколько мало мы все еще знаем о собственном мозге. И это не только об эзотерических аспектах и когнитивных способностях. Ученые сегодня не имеют так называемой электрической схемы, которая отображает все связи, соединяющие разные центры человеческого мозга. Одна из главных задач нейронауки — это создать что-то наподобие такой карты-схемы, которая сможет помочь понять природу заболеваний, а также объяснить причины различия в поведении и характере людей. Разработкой такой схемы занимаются нейрохимики, нейрофизики и нейробиологи. Такая полная схема головного мозга носит название Connectome. В скором времени она должна быть обнародована, ведь на финансирование этого проекта выделяют большие деньги и частные, и государственные инвесторы, такие как Американский национальный институт здравоохранения. Эти исследования имеют много общего с расшифровкой человеческого генома, над которой усердно трудились около 10 лет назад. Системы сохранения тепловой энергии. Немногие знают и задумываются над тем, что неэффективное расходование энергии оказывает даже большее влияние на глобальное потепление, чем постоянные выбросы углекислого газа в атмосферу. На сегодня в зеленой энергетике существует много разных направлений прикладных и фундаментальных исследований. Одна из самых практичных отраслей этой области знания — это разработка систем сохранения энергии, то есть определенных емкостей, в которые можно будет поместить излишки энергии. Отдельного внимания заслуживают сезонные системы. В таких системах получаемая энергия от солнечных батарей накапливается в теплые месяцы и используется в дальнейшем для отопления зимой. Такими системами пользуются по всему миру, от Канады до Китая. Но некоторые технологии сохранения, например, те, которые основаны на закачке тепла в водные резервуары, на сегодня недостаточно эффективны. Именно поэтому сейчас огромные суммы тратятся на разработку технологий, основанных на материалах, которые переходят из жидкого состояния в твердое с высоким тепловым эффектом. Такие материалы накапливают тепло летом, когда находятся в жидком состоянии, и кристаллизируются для того, чтобы отдавать тепло. Астрохимия и прекурсоры биополимеров в космосе. Сегодня исследованиями в астрохимии занимается большое количество ученых НАСА и Европейского космического агентства.
Астрохимия ставит перед собой огромное количество задач, классифицирует типы льда на кометах, проводит анализ образцов грунта, присылаемого зондами, изучает спектры излучения звезд для определения их химического состава, а также занимается вопросом обнаружения органических молекул в межзвездном пространстве. Уже во многих космических объектах были найдены циклические молекулы, которые состоят из атомов кислорода, углерода, азота и водорода. Недавно в лабораторных условиях, которые имитируют открытый космос, ученым удалось синтезировать предшественников биополимеров и даже ДНК. Это еще немного приблизило ученых к доказательству частично межзвездной природы жизни на нашей планете или на других планетах. Домашние роботы. Роботами в массовом производстве в 2020 году трудно кого-то удивить. Особенно это касается автомобильных заводов. Многие люди полагают, что массовое производство роботов приведет к восстанию машин в будущем. Поэтому финансирование производства робототехники всегда вызывают массу споров и дискуссий. Но вот роботы в быту — это нечто совсем иное. Не так давно существенное финансирование получили несколько стартапов, которые связаны с роботами личного пользования. Некоторые из таких роботов — это высокотехнологичные дроны, остальные же представляют собой серьезный прорыв в инженерии. Робот Baxter, который помогает осуществлять работу лабораторий, и робот Jibo, который является первым роботом для дома. Этих роботов можно считать только началом в истории роботомании и последующим бумом на домашних роботов. Генетическое редактирование людей. Китайский ученый Хэ Цзянькуя полностью перевернул эту сферу науки, заявив о появлении генетически отредактированных детей. Эта тема стала одной из главных в обсуждении на мировом научном сообществе. Раньше эта сфера практически не регулировалась правительствами государств, но после этого случая ученые по всему миру хотят разработать единые правила. Синтетическая биология. Синтетическая биология является одним из новейших направлений генной инженерии. Основная задача синтетической биологии — создать новые геномы и соответствующие им живые организмы, которых не существовало на Земле или которые погибли много миллионов лет назад. В мае 2010 года произошел прорыв в этой области, когда была создана первая живая клетка на основе искусственно синтезированного генома. Такая клетка могла размножаться. Благодаря этому методу можно создавать новые сельхозкультуры и даже бактерии, которые поглощают углекислый газ из атмосферы и таким образом смогут избавить нашу планету от парникового эффекта. Нейроэкономика. Нейроэкономика — это наука о том, как наш мозг принимает решения. Производители разных товаров начали подходить к своей работе с более научной стороны. Теперь уже на стадии разработки товара к работе привлекают нейрофизиологов и психологов. Ученые занимаются анализом показателей активности мозга у потенциального покупателя. Теперь уже совсем не имеет значения, что говорит человек, ведь главную роль занимают процессы, происходящие в его подсознании. Исследования ученых в этой области показали, что у людей имеется зона принятия рациональных решений, которая находится в префронтовой лобной зоне коры головного мозга. У людей, хорошо умеющих себя контролировать, эта зона активно работает на эмоциональном фоне. Таких людей совсем мало. Нейроэкономика призвана помочь людям корректировать свои решения. Эта наука особенно важна для шопоголиков и пациентов с определенными расстройствами, которые способны потратить большие деньги всего за пару часов. Ученые хотят синтезировать лекарство, которое сможет изменить химию мозга в определенной области коры мозга, отвечающей за стремление к риску. Бионика. На сегодня бионика играет важнейшую роль в медицине будущего, ведь ученые отлично сочетают искусственные и биологические материалы, превращая их таким образом в полноценный орган. Природа всегда подкидывает разные идеи ученым для создания новых продуктов. Не так давно группа инженеров и ученых разработала бионический глаз, позволяющий людям, которые потеряли зрение, снова видеть. Такой глаз ученые имплантировали группе пациентов, которые впервые за много лет смогли увидеть очертания предметов и свет. Регенеративная медицина.
Эта отрасль биомедицины сегодня успешно развивается. В ее основу легли принципы восстановления структур и функций органов человека. Самое интересное направление – это биопринтинг. Благодаря этому направлению ученые хотят печатать органы, что в дальнейшем намного упростит процедуру пересадки органов и избавит человечество от поисков подходящего донора. Сегодня современная наука развивается семимильными шагами. Сейчас многое из того, что было фантастикой еще в прошлом веке, становится реальностью. Благодаря разработкам и исследованиям ученых, человечество сможет жить в максимально комфортных и приятных условиях всю жизнь. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!